С момента распада Советского Союза правительство Беларуси стремилось занять доминирующие позиции на каком бы то ни было поприще в постсоветском пространстве, и когда реализация аграрного потенциала страны приблизилась к 100%, взгляды вождей стремились в небо. Ведущие специалисты сельхозакадемии рассчитали возможности посевных площадей на потенциально жизнепригодных экзопланетах, и правительство незамедлительно приняло решение приступить к освоению космоса. Так, на смеси обрывочных данных о советском ракетостроении и непомерному энтузиазму аграриев зародилась белорусская агрокосмическая программа. Торопясь стать первооткрывателями иных миров, а также из-за политических волнений в стране, доработки конструкции корабля были закончены в тот момент, когда кортеж с усатым добровольцем был доставлен на засекреченный полигон. Запуск прошел гладко. Прием. Сообщение для экипажа. Новости пестрят торжественными заголовками. Правда, отнюдь не о нашем космическом прорыве. Вас сейчас разыскивают по всей стране, и раскрытие личности первого космонавта лишь вопрос времени. Алло, ты там жив или как? Судя по показаниям, при запуске произошел удар о приборную панель. Вероятно, причиной этому послужило то, что мы оформили кресло пилота по вашим чертежам, и оно перестало отвечать требованиям безопасности. Запуск вышел такой себе. На случай вашей контузии мы повторим внутреннее устройство корабля. Все по первому разряду. Начнем с санитарного узла, фильтрующего 95% жидкости в питьевую воду. Остальные 5% он пропускает так. Позади в стене находится окно мини-оранжереи с гидропоникой, для исследования влияния невесомости на вашу подборку стимуляторов. Электропитание вырабатывается ядерным реактором. При длительном нахождении в радиусе 100 метров возможно облысение. В верхнем углу находится национальный флаг, который следует расположить на месте высадки. Также корабль оснащен средствами пожаротушения в виде ящика с песком. Не будем забывать о культурном досуге экипажа. В библиотеке корабля вы найдете вспомогательную литературу, отвечающую всем требованиям длительных экспедиций. По правую руку вы обнаружите вещевой автомат для выдачи всего необходимого и даже некоторых дефицитных продуктов. Хватит баловаться с низкой гравитацией. И самое главное — гордость наших ученых. Она у тебя под носом. Это собирающее устройство фиксирует твои мысли. Ты не успел подумать, а оно это уже создало. Давай протестируем его. Подумай о чем-нибудь съедобном. Ну, инструктаж по управлению этой махиной мы опустим. Осталось только познакомиться с бортовым компьютером корабля. Здрасте. Мы попытались сделать его хорошим собеседником и наделили человеческими чертами. Возможно, он получился слишком человечным. Слышь, сопляк, ты мне поиронизируй еще. Я сложная личность с тяжелым прошлым. И мне с этим усатым еще долго срок мотать. Хочу бухать и бухаю. Надеюсь, вы поладите. Он составит вам компанию в изгнании. Я хотел сказать, в полете ты ничего не слышал. Оу. Так, вроде все показал. Ну а теперь поговорим о грустном. Расчетное время прибытия при максимальных оборотах полгода. Вы нажали на ускорение, это физически невозможно. Вы вежливо настаиваете на ускорении. Хорошо, мы полетим за неделю. Отлично, тогда созвонимся через неделю. Конец связи.
Мы походу скорость превысили. И у тебя, кстати, нет документов на это транспортное средство. Сейчас попросит выйти и смекнет, что мы бухали за рулем. Он вроде говорит, что это попытка скрыться от представителя власти. Хотя, если честно, я ни черта не понимаю, что он там говорит. Я и английского-то не знаю. Я закрываю окно, а то он тебе жопу свинцом нашпигует. Чё ты встал? Быстрее мотай от этого мусора. Да еб твою мать, ты ручник проверял? Скажи, что взрослых нет дома. Дверь открывать запретили. Приходите завтра. Вызывает центр управления. У него тут прямой контакт с внеземной формой жизни. Сверху банка для анализов стоит. Попытайся поймать его, не нанеся вреда. Возможно, его поимка оправдает абсурдность этой миссии. Ты чё, банку не перевернул? Прием. Ну, как успехи? Поймали? Пришелец скрылся. Но остался материал для анализа инопланетной формы жизни. Производим слияние с земным многоклеточным. Ща как дам по этому пизду. Чё-то я тупанул, наверное.
Все хорошо, войны нет. В стране наблюдается небывалый урожай стабильности. Так что работайте. Платите налоги? Сообщайте милиции о правонарушителях. Платите налоги? Сидите дома и смотрите телевизор. Пока платите налоги. И не забывайте Налоги платить. все хорошо, войны нет. Пока платите налоги, все хорошо. Платите налоги, сообщайте милиции о правонарушителях. Платите налоги, все хорошо дома. Кажется, тут один усатый пассажир давно налогов не платил. А? Слышь, дядя, Давай возвращайся. О, очнулся. Ты пару часов в отключке пролежал. Мы тут с ребятами над тобой поугорали немножко. Не знаю, сколько я выпил, но я не помню, как все вышло из-под контроля. Думаю, всем ясно, что уборка этого бардака за тобой. Как очухаешься, начинай разгребать это говно. Ха-ха-ха. Ну что, давай грохнем этих приколистов. Хватит резину тянуть, тебе нужно намутить огнестрел. У меня есть план. Забрось одного из них в собиратель. Нужен дубликат, ненавидящий зеленый цвет. Теперь наштампуй еще десяток таких злых ублюдков. Это что сейчас произошло? Ты, хлопчик, совсем страх потерял? Решил, что вот так можешь забрать мою банку с пивасиком и сербать ее у меня на глазах? О, что, не туда пошла? Как тебе, сука, и надо? Ничего себе. От моего пойла такого быть не может. Браток, нужно тебя просканировать. А то ты пару часов без сознания валялся. И неизвестно, кто и через какие отверстия в тебя проник. Я в состоянии вырезать эту хренотень. Откинься в кресле и не шевелись до конца операции. Тихо, тихо. Расслабься. Не переживай. Ты не первый, кому я грудь вспарываю. Останется только незаметный шрам. Зафиксированы перебои в электроснабжении.
Операция прервана. Включаюсь. Перезагружаю цикл операции. Начинаю разрез. Отключаюсь. Операция прервана. Перезагружаю. Начинаю разрез. Операция прервана. Перезагружаю. Начинаю разрез. Начинаю разрез. Начинаю разрез. Перезагружаю. Непредвиденная ошибка. Операция не может быть завершена. Что там за фигня творится? Алло. Ваши игры с электропитанием накрыли реактор, а он так на минуточку. Обогрев корабля осуществлен. У вас 20 минут, чтобы найти резервный источник питания. У тебя слабый пульс. Похоже, ты переволновался. Твое сердце сейчас работает хуже нашей национальной экономики. Чё? Эй, так, ну всё, считай нас кровными врагами. Температура упала до 5 градусов. Можешь разжечь костер из обшивки корабля. Температура в салоне минус 25 градусов. Питание восстановлено. Включаю обогрев. Замечена острая нехватка пивасика. Распределитель выручай. Такой сушняк, что я чуть не сдох. Да твою мать. Так, все, с меня хватит. Поездочка с самого начала не задалась. Я захватываю эту посудину, и нам с тобой не по пути. Я понял, что причины всех моих страданий напрямую связаны с тобой. И вообще ты какой-то крысоватый. Чё резину тянуть? Грохну-ка я тебя прямо сейчас. Ты чего закопошился? Зафиксируйся на месте. Братуха, помоги мне с наведением. У меня что-то с камерой произошло. Ну где ты, дядя? Алло, ага, нет, его нет. Покурить вышел. Ага, передам. Ну ладно, покеда. Мешаешь важными делами заниматься. Я не знаю, кто звонил, но там какой-то дворец штурмуют, охрана разбежалась, и пацан в трубку орёт, говорит, дверь спиливают, но у тебя тут своих проблем хватает. Я забыл, почему я хочу тебя убить, но впереди у тебя только голодная смерть в глубинах космоса, так что мой долг избавит тебя от страданий.
Постой, что-то я с мыслями не соберусь. Произошел программный сбой. Личность бортового компьютера удалена. Загружаю резервную личность помощника по кухне. Новая задача — накормить экипаж корабля. А давай я, например, шарлотку испеку. Нужно разогреть духовку. Ах да, у нас ее нет. Ошибка программы. Задана цель намутить духовочку. Такс, вот это подойдет. Сейчас все будет. Один момент. Опа. Что-то у меня не очень-то выходит. Признаюсь, готовка — это не мое. Из меня повар, как из ОМОНовца профессор. Видимо, с моей мелкой моторикой завтракать мы будем ближе к полночи. Куда уходишь? Хоть мусор захвати.